Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Сегодня я подготовила небольшую нарезку финских летних новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей новости. По всей Финляндии стремительно распространяется самый крупный шершень Европы. И его не только хорошо видно, но и слышно. Раньше этот гигант водился только на юго-востоке страны, а теперь его уже встречают и в Тампере, и в Миккеле, и даже в Куопио. Из-за изменения климата ареал шершня сдвинулся на север сразу на несколько сот километров. Королева этого вида может достигать 3 с лишним сантиметров. Профессор биологии Яко Похьюшмяки называет ее иконической тварью. Встреча с ней может вызвать дрожь в коленках. Но страшное снаружи, вполне мирное внутри, особенно по сравнению с обычными особями. В 1930-х годах шершень был широко распространен в Финляндии, но после похолодания исчез. С конца 1990-х годов началась новая волна потепления. Лето стало теплее, период вегетации удлинился, и шершни снова пошли множиться. Эти насекомые чутко реагируют на климат. Потепление их активизирует. У шершня эффектная внешность, оранжево-желтая голова, черно-желтое тело и довольно громкий звук при полете. Хотя, по словам ученых, он не самый шумный среди крупных жалящих насекомых. Биологи рады. Увеличивается биоразнообразие финской природы. Мне кажется, в Финляндии я пока этого шершня не видела, а вот в Испании это вполне обычный вид ос. Политики продолжают обсуждать проблемы низкой рождаемости. Министр соцздрава Санни Гран-Ларссонен предложила простое решение сложной проблемы. Давайте платить больше за первого ребенка. Соцстрах Кела развил идею. Чем моложе родишь, тем больше получишь. Держи премию за ранний старт. Финны, наверное, вдохновляются примером России. Но есть одно «но», о котором знают все, кроме, похоже, политиков. Первого ребенка и так рожают, независимо от пособий. Настоящая демографическая просадка – это 2-й и 3-й ребенок. Так что платить за первого не самое умное расходование денег. Профессор Мика Гисслер из ведомства здравоохранения прямо заявляет: деньги детей не делают. Даже в странах, где пособия резко увеличили, как в Эстонии или Венгрии, рождаемость подскочила на чуть-чуть и тут же снова пошла вниз. Так в чем же дело? Причины выясняют не первый год. В Организации защиты детей МЛЛ Финляндии общаются с теми, кто не может решиться на ребенка. И там считают, что главная причина – психическое здоровье. Люди и так на грани, боятся, что появление ребенка и вовсе их сломает. Сил уже нет, а ребенок просто добьет, говорят они. Еще одна больная тема – буллинг. Многих в детстве травили, и теперь они боятся, что и их ребенка ждет такое же. А защитить никак не получается, система не справляется. Про деньги тоже говорят, но не денег нет, а если рожу ребенка, карьере конец. После декрета женщину встречают как бы с сомнением. А ты еще что-то умеешь, кроме как коляску катать? Будто родила, значит деградировала. И попытайся потом встроиться в рабочий ритм. Пока мужчины растут, повышаются, двигаются, женщина возвращается. И уже на ней клеймо: «Мамочка отстала, начинай сначала, вернись на стартовую полосу». Именно это реальный фактор снижения рождаемости, а не размер пособия. И, кстати, все больше женщин боятся самих родов. Особенно те, кто уже родил, потому что роддома становятся все крупнее, отношения там все более потоковые, и там ты уже не человек, а случай. Так что главный вопрос звучит так. Хотят ли женщины рожать в стране, где материнство – это социальный минус? Чтобы повысить рождаемость, пора начать менять саму систему поддержки родительства. Все больше вопросов вызывает внезапный успех Оливера Стуба, сына президента Финляндии, в конкурсе на стажировку. 21-летний Оливер только начал учебу в каком-то захудалом британском университете, но уже получил оплачиваемую стажировку в Институте международных отношений Финляндии.
Журналисты выяснили, за последние 5 лет туда брали только людей с почти законченным высшим образованием и с опытом работы. У Стуба образование ближе к началу, чем к концу, а из опыта в резюме указаны служба в армии и волонтерство. Но больше всего вопросов вызвала переписка между институтом и кандидатами. Оказалось, кандидатам давали разные инструкции. В объявлении о вакансии было условие заранее указать, как стажировка будет финансироваться. Одному кандидату прямо отказали. Нет финансирования, заявка вообще не будет рассмотрена. А Оливеру Стубу сказали: о, какие люди, давай, присылай резюме. Даже если пока не решен проблем с финансированием, присылай. То есть разные фамилии, разные инструкции. Более того, раньше студенты из Британии вообще не могли участвовать. Не было нужной финансовой поддержки. Но через 2 дня после получения заявления Оливера в институте эти правила изменили. Одним элегантным движением руки и финансирование для Оливера организовано. Благодаря нововведению он попал на стажировку. Более того, из-за этого стажировка Стуба обошлась государству дороже, чем других кандидатов. Когда вокруг стажировки начался шум, журналисты захотели ознакомиться с документами, и на их запрос директор института Хиски Хаукала заявил: никаких письменных материалов нет. Все, нет, давай, до свидания. Теперь возмущенные граждане написали уже дюжину жалоб в надзорные органы и просят проверить, не были ли нарушены принципы равенства и честного администрирования. Так что вопрос остается открытым. Это случайность или эффект фамилии? Сам президент Стуб хранит гордое молчание. Вас всяких там много, а сыночек один. В комментариях к статье граждане практически единогласны. Молодцы, Юля. Разоблачение коррупции в собственной стране – одна из важнейших задач СМИ. Вот это точная и содержательная журналистика. Единичный случай, непотизм, по-прежнему остается нормой в стране. Печально для тех молодых людей, у которых нет такого козыря в рукаве. Вот хороший пример предвзятого отношения, который совершенно осознанный. Так называемая элита устраивает своим детям теплые места, прокладывая им путь. Например, продавливают сына Стуба на стажировку, обходя других, гораздо более квалифицированных кандидатов. То же самое происходит и в политике, и в распределении должностей. Одни и те же люди кочуют с места на место, сегодня он министр, завтра генеральный директор и так далее. А соответствие занимаемой должности значения не имеет, что в свою очередь сказывается на принимаемых решениях и действиях. По-моему, лучше и не скажешь. Я обратила внимание, что переписка с Оливером велась на английском языке. То есть финского он не знает. Но когда фамилия подходящая, то знание финского языка уже и не требуется. Завершено расследование трагедии. В ночном пожаре погибла мать и 4 детей. Спасся только отец семейства. Расследование показало, причиной пожара стала обычная электрокаменка в сауне. Она может включаться вручную или по таймеру. В некоторых моделях нет ни лампочки индикатора, ни блокировки от детей. Только 2 поворотные ручки, терморегулятор и таймер. В такой ситуации и взрослый может запросто не заметить, что прибор включен. Днем кто-то случайно включил таймер на 8 часов. Эксперты считают, что это сделали дети, играя с кнопками. Прибор перегрелся, и под утро вспыхнула панель за печкой. Дымоуловители сработали. У всех был шанс спастись. Квартира находилась на 1-м этаже многоэтажного дома. Балкон рядом, дверь не заперта. Можно было выйти через балкон, но мать, по мнению следствия, не осознавала опасности. Вместо бегства дети начали переодеваться. Мать с 4 детьми спала в отдельной спальне, и все они погибли. Отец спал в отдельной комнате, проснулся последним, но спасся, выбежав из квартиры мимо пылающей сауны. Соседи звонили в экстренные службы, но диспетчеры решили, что на балконе 3 человек. На самом деле 5 были внутри. Полиция попыталась по рации передать эту информацию другим службам, но сообщение потерялось в потоке радиосвязи. Никто не подтвердил получение. В результате
Скорых приехало меньше, чем требовалось. В квартире жила семья сомалийцев. Папаша приехал в 90-е годы, а мать по воссоединению семьи несколько лет назад. Через 4 года после приезда она пошла на интеграционные курсы, но часто пропускала из-за детей. Ее никто не учил, как устроены финские квартиры и что делать в случае пожара. Если кто-то ходил на такие курсы, расскажите, вас там учили, как пользоваться домашними электроприборами и что делать в случае пожара? В общем, отчет завершен. Спасатели снова просят срочно ужесточить правила безопасности. Электрическая печка не должна становиться ловушкой. А главное, сигнал от полиции не должен потеряться где-то там в радиопотоке. Ведь цена ошибки – это человеческие жизни. Кстати, в 2016 году в Хельсинки произошел почти идентичный пожар. Погибли мать и 3 детей, тоже мигрантская семья. Отец тоже спасся. Уже тогда говорили, нужны детские блокировки, индикаторы включения, больше инструктажа. Но по факту почти ничего не изменилось. А потом начинается вечное: а что, государство должно подтирать задницы мигрантам? Ну, знаете, государство само делает правила, по которым ты живешь в квартире с такой сауной. Может, оно и должно объяснить, как это работает. Потому что, если не объяснило, потом горят не только чужие дома, но и дома рядом. А может, проблема в том, что оно помогает слишком поздно. 2 семьи, 6 погибших детей. Один и тот же прибор, один и тот же сценарий. Официальный отчет завершен. И спасатели снова просят: ужесточите требования безопасности, иначе история может повториться. Самый большой в мире круизный лайнер Star of the Seas, который строился на судоверфи в Турку, передан заказчику и вышел в свое первое плавание. В свой первый круиз по Карибскому морю он отправится из Флориды уже 31 августа. Размеры Star of the Sea впечатляют. Длина лайнера 365 метров, ширина 66 метров. Он вмещает 7600 человек, включая более 2000 членов экипажа. Для сравнения, у популярного Viking Glory длина всего 222 метра, а ширина 35 метров. На борту все для роскошного отдыха. Более 20 ресторанов, 8 тематических зон, аквапарк, каток, театры и развлечения на любой вкус. Этот лайнер второй в новой серии Icon, которую строят на судоверфи в Турку. Первый Icon of the Seas спустили на воду в 2023 году. Третий Legend of the Seas сейчас достраивается, а 4 уже начали собираться. Ну и на пасашок невероятная новость. 2 бронзовые скульптуры были украдены в городе Ванта. Их стоимость составляет около 140 тысяч евро. Украденные работы входят в коллекцию скульптурного парка и домашнего музея скульптора Лайлы Пуллинен. Полиция просит сообщить любую информацию по этому делу. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!